Саламатсыздарбы, достор. Саламатсыздарбы. Recently, I was invited to a toy, or a local family holiday. I saw so many interesting Kyrgyz traditions. В сегодняшнем выпуске нашей программы вы как раз увидите некоторые обычаи и традиции кыргызского народа. Познакомитесь с выражениями извинения и диалогом в бюро бытовых услуг. In today's episode of our program, you'll see some traditions and customs of Kyrgyz people. You will also learn some ways of apologizing and hear a dialogue set in a repair shop. Итак, сегодня в передаче Бүгүнкү телеберүүдө устойчивые выражения из повседневной жизни. Set expressions from everyday life. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting facts from Kyrgyz history and culture. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ajıratу belgisi, I, yumuşartу belgisi, E, Ю, Я. Р. Роза. Ракета. Радио. Кечиресиз, кечирип коюңуз. Извините, простите. Excuse me, I'm sorry. Кечиресиз, кечирип коюңуз. Кечирип коюңуз. Үчүн кечирим суранам. Прошу прощения за. Sorry for. I apologize for. Үчүн кечирим суранам. Үчүн кечирим суранам. Кечиккендигим үчүн кечирип коюңуз. Извините за опоздание. Sorry for being late. Кечиккендигим үчүн кечирип коюңуз. Кечиккендигим үчүн кечирип коюңуз. Сизди күттүрүп койгонум үчүн кечирип коюңуз. Простите, что заставил вас ждать. Sorry for keeping you waiting. Сизди күттүрүп койгонум үчүн кечирип коюңуз. Сизди күттүрүп койгонум үчүн кечирип коюңуз. Тынчыңызды алганым үчүн кечиресиз. Простите за беспокойство. Sorry for disturbing you. Тынчыңызды алганым үчүн кечиресиз. Тынчыңызды алганым үчүн кечиресиз. Сиздин сөзүңүздү бөлүп койгонума кечирип коюңуз. Простите, что перебил вас. Sorry for interrupting you. Сиздин сөзүңүздү бөлүп койгонума кечирип коюңуз. Сиздин сөзүңүздү бөлүп койгонума кечирип коюңуз. Мен сизге артымды салып отурганыма кечирип коюңуз. Извините, что я сижу к вам спиной. Excuse my back. Мен сизге артымды салып отурганыма кечирип коюңуз. Мен сизге артымды салып отурганыма кечирип коюңуз. Мен сизди таарынткым келген эмес. Я не хотел вас обидеть. I meant no offense. No offense intended. Мен сизди таарынткым келген эмес. Мен сизди таарынткым келген эмес. Ачууланбаңыз, капаланбаңыз. Не сердитесь. Don't get cross with me. Ачууланбаңыз, капаланбаңыз, капаланбаңыз. Эч нерсе эмес, баары жайында. Ничего, все в порядке. That's quite all right. Эч нерсе эмес, баары жайында, Ойлонбой эле коюңуз. Бул сизди ойлонтпой эле койсун. Пусть это вас не беспокоит. Never mind. Ойлонбой эле коюңуз. Бул сизди ойлонтпой эле койсун. Мен таарынган жокмун. Мен таарынган эмесмин. Я не обиделась, я не обиделся. No offense taken.
Мен таарынган жокмун. Мен таарынган жокмун. Мен таарынган эмесмин. Мен таарынган эмесмин. Саламатсызбы? Сиз өтүгүмдү оңдоп, жөндөп бере аласызбы? Сиз өтүгүмдү оңдоп, жөндөп бере аласызбы? Можете ли вы починить мне мои сапоги? Could you repair my boots? Сиз өтүгүмдү оңдоп, жөндөп бере аласызбы? Такамды сындырып алдым окшойт. Такамды сындырып алдым окшойт. Похоже, я сломала каблук. It looks like I've broken the heel. Такамды сындырып алдым окшойт. Кана көрөлүчү? О, Кыргыздын улуттук бут кийими турбайбы? Кана көрөлүчү? О, Кыргыздын улуттук бут кийими турбайбы? Давайте посмотрим. О, это ведь кыргызская национальная обувь. Let's look. Oh, it looks like Kyrgyz national shoes. Кана көрөлүчү? О, Кыргыздын улуттук бут кийими турбайбы? Ооба, досторум мени түшө кесүү тоюна чакырышты эли. Жарышка катышып, биринчи болуп келейин деп ойлогом. Ооба, досторум мени түшө кесүү тоюна чакырышты эли. Жарышка катышып, биринчи болуп келейин деп ойлогом. Да, друзья пригласили меня на семейный праздник Тушоу-Кесю. Я хотел бы принять участие в забеге и прийти первой. Yes, my friends invited me to the family holiday Tusho Kesu. I'd like to participate in a race and win it. Ооба, досторум мени түшө кесүү тоюна чакырышты эли. Жарышка катышып, биринчи болуп келейин деп ойлогом. Таканы оруп же жаңыга алмаштырып бересизби? Таканы оруп же жаңыга алмаштырып бересизби? Не могли бы вы подбить каблук или заменить его на новый? Could you fasten the heel on or replace it with a new one? Таканы оруп же жаңыга алмаштырып бересизби? Андай болсо, жаңы така салып берели. Бул жеринде тийип коелу. Андай болсо, жаңы така салып берели. Бул жеринде тийип коелу. В таком случае мы лучше прибьем новый каблук, а заодно пришьем и это место. In this case, I'd better fasten a new one. I will also sew this place. Андай болсо, жаңы така салып берели. Бул жеринде тийип коелу. Ал качан даяр болот? Ал качан даяр болот? Когда будет готово? When will it be ready? Ал качан даяр болот? Тойго тезиниз тезирээк жасап берели. Тойго тезиниз тезирээк жасап берели. Если говорите на праздник, постараемся сделать быстрее. If you're saying for the holiday, we'll try to have it ready faster. Тойго тезиниз тезирээк жасап берели. Келип туруңуз. Рахмат. Все обычаи и обряды у кыргызов представляют собой богатый, сложный по своему содержанию этнокультурный комплекс. Их можно условно классифицировать на обычаи и обряды, связанные с жизненным циклом человека, со сватовством, помолвкой, свадьбой, похоронно-поминальным циклом, календарем, кочевкой, материальными объектами культуры. All the customs and rituals of the Kyrgyz people represent a rich ethno-cultural complex and may be roughly classified as follows.
The customs and rituals associated with the stages of human life, with matchmaking, engagements, weddings, funerals, and the memorial cycle, the calendar, nomadic migrations, and material aspects of their way of life. Рождение ребенка считалось самым главным и радостным событием в жизни семьи, рода, в связи с которым существовал целый ряд действий. The birth of a child was considered the most important and joyous event in the life of a family and the clan. When a child was born, there were a number of customs. Это сюнчу, оповещение с целью получить подарок за сообщение радостной вести, such as Suyunchu, message of the good news, so that gifts for the family might be prepared. Көрүндүк, подарок за право посмотреть новорожденного в первый раз. Джинтек или бешиктой, пир, который устраивается в честь новорожденного всем сородичам. Köründük, gifts given for the right to see the newborn for the first time. Jintek, or beshiktoy, celebration organized for all relatives to first meet the newborn. Особое значение придавали наречению имени «Аткою», а также обряду укладывания ребенка в колыбель. Particular importance was attached to the naming ceremony, or Atkoyu, and to the ritual of laying the baby in the cradle. Самая старшая из женщин, укладывая ребенка в колыбель, говорила: «Менин голум эмес, умайне мен голу». Не моя рука, а рука матери Умаев. Умайне уйку бер, бешиге еси бек сакта. Дай крепкий сон, мать Умай, крепко храни хозяина колыбели. The matriarch of the family, laying the child in the cradle, says, Minin kolu memes, umaye ninin kolu. These are not my hands, but those of Mother Umay. Umayene uykube beshikesi beksakta. Mother Umay, bring a deep sleep to the cradle's master and watch over him. Когда ребенок начинал делать первые самостоятельные шаги, устраивали празднество Тушокесю, обряды, посвященные первым шагам ребенка. When a child begins to take the first steps on his own, a ceremony called Tushokesu, or First Steps Ritual, is arranged. Ребенка выводили и ставили перед юртой, перевязав ноги нитью, сплетенных из двух тонких шерстяных нитей белого и черного цвета, символизирующих оба мира – свет и тьму. The child was brought out before the yurt, his legs bound by white and black woven ropes, which symbolize the two worlds of light and darkness. Устраивался забег джарыш, сначала среди детей, потом взрослых. A foot race, or jarush, was then held, first among children and then adults. Прибежавший первым брал в руки нож, разрезал путы на ногах ребенка и помогал ему сделать первые шаги. The first runner to reach the child, taking a knife and cutting the bounds on the child's feet, helped him to take his first steps. Обычаи и обряды, связанные со сватовством, помолвкой и свадьбой, представляют собой уникальное явление культуры кыргызского народа. The customs and rituals associated with courtship, betrothal, and marriage represent a cultural phenomenon unique to the Kyrgyz people. Издавна существовал обычай добрачных свиданий жениха и невесты, күйөлүү или үйдүн жанына баруу, затевание или знакомство с зятем. Since long ago, there was a custom of premarital visits by the bride and groom, kүйөлүү, or үйдүн жанына бар, or getting to know one's future in-laws. В день приезда родителей, родственников жениха, в аиле отца невесты устраивали грандиозный свадебный пир – кызузатуу. On the day when the groom's parents arrived, the groom's relatives in the bride's father's camp held a grandiose wedding feast, kız uzatуу. После переезда в аил жениха устраивались такие обрядовые действия, как переодевание свадебного головного убора. Вместо шюкулё на ее голову одевали иличек, белый тюрбан, посвящение огню, отхол Кyrgyz'ü, заключение брака, никелую, смотрины невесты, гелингурю, назначение посаженных родителей,
өкүл ата, өкүл эне и другие. After they moved to his village, the husband arranged such ritual actions as replacing the bride's headdress from the shakula, worn on her head previously, to elechek, or a white turban, a dedication sitting by the fire, otko Kyrgyzü, confirmation of the marriage, nike kıyu, viewing the bride for the first time, kelin körü, appointment of guardians for future children, ökülata, ökülene, and etc. Кыргызы делили жизненные события, обстоятельства на жакшылык, празднества и жамандык, горести. The Kyrgyz shared in one another's fortunes in jakshılık, or celebrations, and jamandık, or sorrows. Обычаи и обряды, связанные с похоронно-поминальным циклом, были очень важны для кыргызов. Смерть близкого человека считалась трагедией семьи, рода. Customs and rituals associated with funerals and the memorial cycle were very important to the Kyrgyz people. The death of a loved one was considered a tragedy for the whole family. Когда умирал молодой человек, через верхний остов юрты, тюндюк, выставляли шест с красным флагом. Если человек средних лет, с черным флагом. Если умирал старый человек, то выставляли с белым флагом. Это был ритуальный знак для прибывающих на похороны гостей. When a young man died, a red flag was raised through the yurt's roof aperture, or tündük, a black flag upon the death of a middle-aged man, and a white flag for an old man. It was a ritual sign of invitation to a funeral. Все женщины в юрте сидели лицом к стенкам и громко причитали покойного, кошок айткан. All women in the tent sat facing the wall and loudly wailed of the deceased, koshok aitkhan. В похоронно-поминальных обрядах кыргызов проявлялись самые лучшие, благородные черты народа – сопереживание, общее состояние траура. In Kyrgyz funeral and memorial ceremonies were manifested the best and noblest human traits, empathy and mutual compassion in the sharing of grief. В горах у людей ценятся прежде всего способность к сотрудничеству, самоотверженности, самопожертвованию. Эти черты характера – это дань прежде всего суровым условиям их жизни. Highlanders value above all else the ability to cooperate, dedication, and self-sacrifice. These character traits develop from the harsh physical conditions of their lives. Возможно, поэтому горцы в трудные моменты человеческой жизни всегда оказывались надежными и верными товарищами. О гостеприимстве кыргызов можете убедиться при посещении этой страны. Perhaps that is why Highlanders are always fast and reliable friends and faithful companions in times of trouble. Visit a Kyrgyz home and experience their legendary hospitality for yourself. I've also participated in the rite of Tushokesyu, but the younger guys were quicker than me. Я тоже участвовал в обряде Tushokesyu, но, к сожалению, юные бегуны оказались проворнее меня. Желаем мира и благополучия вашей семье. We wish peace and well-being to your family. Сіздердің үй бүлөңүздөргө тынчтык жана бактылуу өмүр каалайбыз.